Алексей жил в большом шумном городе, где каждый день был похож на предыдущий. Бесконечные рабочие встречи, пробки, телефонные звонки и постоянная спешка постепенно истощали его. Чтобы не сойти с ума, он нашел для себя единственный способ восстановить силы. Алексей часто уезжал в близлежащие горы, подальше от цивилизации, где разбивал палатку и жил по несколько дней в одиночестве. Свежий воздух, шум ветра в кронах деревьев и ночное потрескивание костра помогали ему вернуть внутреннее равновесие. Для Алексея кемпинг был не просто хобби, а настоящей терапией, возможностью остаться наедине с собой и своими мыслями. Он хорошо знал эти места, изучил тропы, реки и лесные поляны и чувствовал себя здесь почти как дома. Но однажды произошло событие, которое навсегда изменило его жизнь и заставило по-новому взглянуть на понятие ответственности, любви и преданности. В тот вечер Алексей сидел перед своей палаткой и разводил небольшой костер. Солнце уже скрылось за горными вершинами, и лес наполнялся вечерними звуками. Вдруг он услышал странный шум. Это был жалобный, пронзительный, скулящий звук, от которого у него по коже побежали мурашки. Алексей замер и прислушался. Он много лет проводил время в этих горах и знал большинство звуков дикой природы, но такого плача он никогда раньше не слышал. Звук был слабым, но отчаянным, словно кто-то звал на помощь из последних сил. Алексей поднялся и медленно пошел в сторону, откуда, как ему показалось, доносился этот звук. Определить источник было сложно, потому что деревья и скалы искажали эхо, но он шел осторожно, стараясь не шуметь. Через несколько минут он увидел нечто, что заставило его остановиться от удивления. На небольшой поляне, под корнями старого дерева, лежали два крошечных щенка. Они были совсем маленькими, им было не больше нескольких недель. Их шерсть была грязной и спутанной, а сами они дрожали и тихо скулили, прижимаясь друг к другу. Щенки выглядели невероятно беспомощными и истощенными. Первая мысль Алексея была немедленно взять их на руки и унести в безопасное место. Но затем он задумался. Мать щенков должна была быть где-то рядом. Возможно, она ушла искать еду или наблюдала за ним из укрытия. Любое неосторожное движение могло привести к нападению. Поэтому Алексей решил не трогать малышей и отошел на расстояние, оставив им немного воды и пищи неподалеку. Он надеялся, что их мать скоро вернется. Прошло 2 дня. Алексей оставался в горах и несколько раз возвращался к тому месту. Но каждый раз он видел одну и ту же картину. Щенки были там же, они стали еще слабее, и вокруг не было никаких следов взрослой собаки. Алексей понял, что мать, скорее всего, погибла или была вынуждена оставить потомство. Наблюдая за тем, как щенки еле держатся на лапах, он осознал, что больше не может оставаться в стороне. Если он не вмешается, они не выживут. Алексей собрал свои вещи, аккуратно завернул щенков в куртку и отправился обратно в город. По дороге он чувствовал тревогу, но и странное тепло в груди. Он понимал, что берет на себя огромную ответственность, но отказаться уже не мог. Когда Алексей вернулся домой, его встретила его кошка по кличке Мурка. Мурка была небольшой, умной и невероятно ласковой кошкой, которую Алексей приютил несколько лет назад. Она уже приносила потомство и обладала сильным материнским инстинктом. Алексей обожал Мурку. Сидеть вечерами рядом с ней, гладить ее мягкую шерсть и чувствовать ее спокойное дыхание было для него лучшим способом расслабиться после тяжелых рабочих дней. Когда Мурка увидела сверток в руках Алексея и услышала тихий писк, она сразу же насторожилась. Она подошла ближе, наклонила голову и внимательно посмотрела сначала на щенков, потом на Алексея, словно пытаясь понять, что происходит и кто эти малыши. У Алексея не было времени на долгие объяснения. Щенков нужно было срочно накормить и согреть, если у них был хоть какой-то шанс выжить.
Он приготовил смесь и начал осторожно кормить их из бутылочки. Мурка не отходила ни на шаг и внимательно наблюдала за каждым движением. И вдруг произошло нечто удивительное. Мурка тихо подошла к щенкам, обнюхала их и аккуратно лизнула. Затем она легла рядом с ними, прижимая малышей к себе. Хотя щенки были почти такого же размера, как она сама когда-то была в детстве, Мурка сразу поняла, что они нуждаются в защите. Казалось, в ней мгновенно проснулся материнский инстинкт, и она без колебаний приняла на себя роль их матери. В течение следующих недель щенки начали крепнуть. Они набирали вес, становились более активными и любопытными. Мурка заботилась о них с удивительной нежностью. Она согревала их, чистила, играла с ними и обучала первым правилам поведения. Щенки повсюду следовали за ней, будто считая ее своей настоящей матерью. Со временем они начали расти быстрее, чем ожидал Алексей. Они становились сильнее, выше и заметно крупнее Мурки, но это ничуть не меняло ее отношение к ним. Для нее они навсегда оставались ее детьми. Если во время игр щенки становились слишком грубыми, Мурка тут же вмешивалась и строго устанавливала границы. Алексей не мог сдержать улыбку, наблюдая, как его маленькая кошка полностью контролирует двух подрастающих псов. К сожалению, настал момент, когда стало очевидно, что щенки больше не могут жить в квартире Алексея. Они росли очень быстро, становились все более энергичными и нередко портили мебель и вещи. К тому же их содержание требовало все больше денег, сил и пространства. Алексей долго размышлял и в конце концов принял тяжелое решение. Он решил отвезти их в специализированный приют для собак, где о них могли бы заботиться профессионалы и где у них было бы больше пространства для жизни. Это решение далось ему невероятно тяжело. Особенно больно было видеть, как Мурка сидела у двери и тихо скулила, когда щенков увозили. Казалось, она понимала, что происходит, и это разбивало сердце Алексея. К счастью, приют оказался отличным местом. Он недавно открыл большой просторный комплекс с вольерами, похожими на естественную среду обитания собак. Там щенки могли бегать, играть и социализироваться. Алексей долго прощался с ними, гладил их и обещал себе, что сделал правильный выбор. После этого он больше ни разу не возвращался в приют. Память об этом расставании была для него слишком болезненной. Прошли годы. Мурка постарела. Ее движения стали медленнее, а глаза потеряли былой блеск. Со временем она начала болеть, и ее организм больше не справлялся с недугами. Алексей отвез ее к ветеринару, и тот сказал, что лучше всего будет усыпить кошку, чтобы избавить ее от страданий. Алексей согласился, но перед этим он хотел сделать для Мурки еще одну вещь. Он хотел подарить ей последнее радостное мгновение. Алексей посадил Мурку в переноску и поехал в приют. Он подошел к вольеру, где находились те самые два пса, которых он спас много лет назад. Он сразу узнал их, хотя они стали большими и мощными. Не зная, помнят ли они его, Алексей подошел ближе. Псы посмотрели на него равнодушно и отвернулись, словно он был всего лишь очередным посетителем. Алексей почувствовал разочарование, но затем он поднял Мурку и показал ее им. И тут произошло невероятное. Псы мгновенно оживились, их глаза загорелись, и они подбежали к ограждению. Они явно узнали ту, кто вырастил и защитил их в детстве. Мурка тоже узнала их. Она начала вилять хвостом и тихо поскуливать. Она терлась о сетку, а псы пытались сделать то же самое со своей стороны. Это была невероятно трогательная сцена, которая растрогала всех присутствующих. Даже сотрудники приюта не могли сдержать слез. Это была история о любви, которая не знает границ, о материнском инстинкте и о том, что настоящая связь не исчезает со временем, даже если существа принадлежат к разным судьбам и прошли долгий путь друг без друга.
Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.